Интернет усмотрел информацию, что там еще есть какие-то школы золотой дракон, которые не принадлежат вот к этой технике абсолютно. Там какое-то другое направление, может их несколько. Ну это цигун, да, вообще направление или как? Это не цигун, это больше к астральному карате. Цигун, он в чем отличается цигун? Управление с энергией своего тела. Вы накапливаете определенный потенциал и умеете этим потенциалом пользоваться для воздействия на внешние объекты. При помощи мантр, раз есть управление энергией, при помощи мыслеформ. Но в основном это мыслеформа, это вот этот цигун. Здесь техника используется для не мыслеформы, хотя нет, мыслеформа обязательная, основополагающая, чтобы это работало. Но основное инициирующее звено это мантра. И используется дух природы, который начинает вам помогать. Вот без этой мантры я не могу ничего сделать. Вот так, близко даже. Я не смогу эту силу ввести в действие. Я могу попытаться, я пытался без мантры это сделать, но получается едва что-то уловимое на уровне экстрасенсорного. То ли чувствую, то ли не чувствую. Вот так. А когда мантра идет очень жесткий силовой поток. Но опять жесткие ограничения. Первое, пока идет звук, идет воздействие, раз. Пока есть картинка, идет мыслеформа, точнее, идет воздействие. Отсутствие звука либо картинки прекращает мгновенное воздействие. А вы же выдыхаете. Вот сила идет по нарастающей. Вот чем дольше я тяну звук, тем сильнее. Сильнее. Оно как по ступенькам начинает подниматься. А картинка уже конечный результат, то есть да. То, что вы хотите сделать, да? То есть если иголка, то значит... Ну вот, а я как иголку. Я представляю раскаленный гвоздь, который касается бумаги. Если я его воткну, я моментально себе повреждение руки сделаю. Моментально. То есть только при... И даже я его заметить не успею, потому что идет при силовом импульсе щелчок, и кожа испаряется мгновенно. Даже нету волдыря никогда не образуется характерного. Вот, особенно если гвоздем. Волдырь можно сделать большим шаром. Вот там может здоровенный водяной волдырь появиться. При работе гвоздем кожа испаряется. Идет щелчок, облако дыма. Вот я просто, когда силовой идет, и кожи просто нет. Там язва. А попробовать можно? Я думаю, это лишнее. Нет. Человек хочет же испытать. Человек хочет. Ну давайте. Что? Чтобы кожа прогорела? Чуть-чуть. Не надо. Нет, пока не надо. Я сегодня и так перестарался. Вот это экстремал. я показывал вот аналог. Вот сделал на своей ладони, когда вот я из пальцев. И вам я, кстати, отдавал мягко очень. С обратной стороны. Помните это ощущение? Да, с обратной конечно. стороны. Внешней стороны кисти. Внешней. Мягко, так бам-бам, как укольчик. Да, как укольчик. Я очень мягко, нежно. И кое-что осталось. То есть прикосновение чуть-чуть, да? Оно завтра проявится. Но не будет ясно. Почему? Что я делал? Вот вам я, чтобы не было язвы, потому что вот когда это щелчок, это все. В этот же день появляется язвочка. И она держится, может быть, несколько месяцев даже. Не сама язва, она зарастает, пятно остается. А я вам гвоздиком кольнул, убрал гвоздь, кольнул, убрал. Я его не держал вот на одном месте. Вот если я его держал, вот тут была бы уже другая ситуация. Роман, а в Китае вы именно чему учились? Я не в Китае учился. Я здесь учился, в Алмате, да. Мастер жил здесь с семьей. Он меня обучал. Это семейная школа у него. Я деньги не платил за обучение. Я помог его родственнику очень сильно, жизнь ему спас. И он мне в благодарность за оказанную услугу делал посвящение в технику этой школы. А сколько времени учились? 4 дня посвящение шло. Первая ступень, 4 дня, вторая ступень. Туда как идет? Там идет первый день теория. Мастер рассказывает, ты записываешь, он объясняет тонкости работы с техникой. Последующие 3 дня вся нагрузка на горло. Работаешь, пока мантра не будет произнесена с определенного темпа. Там не громкости дела, а определенный, не знаю, спектр звука. Я не знаю, как это языком физики назвать. Вот именно этот спектр дает вызов этого духа. На определенные вибрации, да? Вот более, да, вибрацию можно назвать. И вот эта вибрация поддерживается, вот пока идет воздействие на объект. Значит, есть зазывание силы в тело, есть выпускание силы из тела. Выпускание силы одна мантра, зазывание другая мантра. И там они отличаются по характеристикам звука, хотя немножко похожи, чуть-чуть. Потом, значит, после 4 дней, вот у меня как первая ступень, она больше оздоровительная, она связана с работой с духом желудка. Там мыслеформу втягиваешь, как желтый дым, в желтый шар в своем животе. И
Потом выполняешь мантру и представляешь, что желтый дым выходит из желтого шара, заполняет тело изнутри. Но наружу тела ни струйка не выходит. Как бы насосом качаешь в тело, в тело, в тело, выполняя определенную мантру. Силовая техника немножко иная. Там зазываешь в точку, сидя лицом на восток. Потом через какое-то время тренировки, но у меня это, вот мы втроем занимались, 3 человека было. Значит, после 4 дней второй силовой техники мы начали самостоятельно 40 минут в день читать эту мантру. Значит, первый из нас у него на 2-й месяц вот такие вещи начал делать. Ну, гвоздем он не мог, он только шаром. Просто что-то сломать физически получалось. У меня эта сила на 6-й месяц включилась. И самый последний из нас у него на 8-й месяц. Мы у мастера спрашивали, ну, разница в сроках, почему. Он нам говорил, что включается-то у всех, только сроки разные, потому что индивидуальные особенности какие-то организма. Вот и все. И когда сила начинает первой, там при определенном прочтении мантры, правильно, определенное время начитываешь, эта сила входит сначала в твое тело. Ощущается как инородное тело, плотное, как гель, студень, кисель. Теплый либо горячий. Но чаще всего теплый. Ощущается чаще в левый, но может и вправо. Редко, может быть, войти в ногу, там, в мышцу пресса войти может. Но чаще всего в руки он входит. Как вошел, все, процесс пошел. Начинаешь мыслеформой гонять этот шарик по своему телу. Это, я думаю, как прочищает каналы, но обязательно по всему телу, избегая области полового органа и области сердца. Там слишком сильно не манипулирует. И когда он с каждым днем начинает ускоряться, быстрее и быстрее двигается. Когда быстро двигается, первая тренировка свою руку отдать, чтобы ощущение пробить, почувствовать. Потом, после этого, как свою руку прочувствовал, обязательно на себе нужно первый раз почувствовать. Вот если, например, я отдаю, и у меня вот так, я не могу отсюда отдать. Это он будет просто по кругу, по моему телу, как ракета гулять, но я не почувствую. Мне нужно оторвать немножко зону выпуска от зоны ввода, куда я ввожу силу. Чтобы да. Если я вот так вот буду в свою руку, я не почувствую. Она просто перейдет руку и начнет гулять по моему телу. И, ну, стоит мне немножко хотя бы оторвать ладошку, все, я могу отдать уже силовой поток. Первое прочувствовал на своей руке, потом начинаешь нарабатывать на внешних предметах. На бумаге, там на стуле укрепляется. Доску ставишь, лист бумаги, пятно рисуешь, и по этому пятну отдаешь самый простой шарик, чтобы попал точно в точку, где нарисовал пятно, чтобы не мазал. Потом, когда попадаешь точно, ну, он быстро, потому что это работа с духом стихии. Это человеку можно 100 раз объяснить, он может ошибаться после этого. Он на рефлекс ловит это, как вот зацеп, условный рефлекс образуется. Он понял, что от тебя требует, что от него требует, что тебе нужно. И он это на рефлекс поймал, и все. Уже этот навык устойчивый. Но его нужно повторять, чтобы не утратить его. 1 раз в день нужна тренировка, чтобы как вот пианист пальцы отрабатывает. Но тренировки не связаны с какими-то там нагрузками. Там идет первая ступень 150 поворотов по часовой стрелке, вторая ступень 500 поворотов по часовой стрелке. Дается специальная техника, которая у любого человека убирает тошноту, головокружение. Никогда в жизни больше не будет ни тошнить, ни кружиться голова у вас не будет. У вас идет, ну, так скажем, хоть часами, как зомби можете крутиться. Кручение, что раскручивает чакры и создает защитную силовую оболочку вокруг вас, силовое поле. И держится оно 7-8 часов. А что значит раскручивает чакры? Ну, активирует вращение чакр. Я просто немножко покажу это вращение. Человек останавливает глазные яблоки. Весь секрет в неподвижных глазах. Пока глаза неподвижны, вы как зомби можете хоть часами вращаться. Скорость произвольная, комфортная. Вот часовой стрелки вращаетесь. Я вижу все, но не вижу конкретно ничего. Если я попытаюсь зацепиться взглядом за любой предмет в этой комнате, картинку на стене, человека попытаюсь рассмотреть, у меня даже при моей больше 16 лет уже тренировки, у меня полдыбом станет. Почему? Да потому что мозг запоминает, что такое неподвижные глаза. Пока глаза неподвижны, центр равновесия стабилен. Я могу ладошек хлопать, могу сложные какие-то пируэты совершать.